Если тебе хочется поиграть во что-то динамичное и непредсказуемое, где каждый забег отличается от предыдущего, и даже после неудачи хочется сразу попробовать снова, то рогалики созданы для тебя. Это вторая часть, где я собрала еще 5 проектов, которые помогут скоротать время. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Heretical. Ты поднимаешься на гору Санктора, мистическое место, где все завязано на силе, боли и попытках свергнуть полубога. Частая встреча с Мариной – часть процесса. Умираешь, возвращаешься и пробуешь снова, становясь с каждым разом сильнее. Каждый заход ощущается по-новому, потому что ты постоянно открываешь персонажей, собираешь разные комбинации навыков и находишь случайные предметы. Постепенно начинаешь выстраивать свои билды, подстраиваться под ситуацию и менять стиль игры в зависимости от того, что выпало. По мере продвижения сталкиваешься с боссами, которые проверяют тебя на прочность. И если не получилось, это просто еще один шанс вернуться, прокачать что-то новое и попробовать поменять тактику. Все завязано на одном цикле. Смерть, усиление, новая попытка. Параллельно раскрывается мир вокруг, гора, ее правители, боссы, множество героев и бесчисленное количество вариантов восхождения на вершину Санктора. Интересный факт. В дев-постах говорилось о том, что игра вдохновлена религиозной символикой, но не конкретной религией. Скорее абстрактным чувством культа и ереси, чтобы игрок сам додумывал смысл. Разработчики сознательно избегают прямых объяснений сюжета, чтобы создать эффект истории по крупицам, который игрок собирает сам. As we descend. Ты оказываешься в последнем оплоте человечества, где нужно соблюдать баланс во всем, бдить за ресурсами и за постоянной угрозой извне. Здесь нельзя просто идти напролом. Каждый шаг – это выбор, и каждое решение влияет на то, выживет ли город. Основной процесс строится вокруг армии, которую ты собираешь и развиваешь через карты. У каждого отряда свой набор карт, и ты постоянно меняешь их, усиливаешь или адаптируешь под текущую ситуацию. В боях важно не просто атаковать, а грамотно перемещать отряды между зонами, следя за поведением врагов и избегая их ударов. Параллельно ты погружаешься в жизнь города. Выбираешь фракцию, разбираешься в интригах и готовишься к следующим вылазкам. Каждая попытка пройти дальше дает новый опыт, и ты возвращаешься с новыми знаниями, инструментами и идеями, как действовать в следующий раз. Игра цепляет тем, что здесь нет одной правильной стратегии. Все постоянно меняется, и тебе приходится схватывать все на лету. Постепенно складывается ощущение, что ты не просто играешь, а реально ведешь людей через кризис, пытаясь спасти город. Интересный факт. Игра намеренно строится вокруг ощущения спуска. Механики, визуалы и прогресс создают ощущение, что ситуация становится еще хуже. Изначально проект был ближе к классическому карточному рогалику, но позже разработчики добавили мета-слой управления, чтобы усилить стратегическую составляющую. Tower of Babel. Survivors of Chaos. Ты поднимаешься по Вавилонской башне, где каждый этаж – это очередное испытание на выживание. С самого начала тебя закидывают в толпы монстров, и единственная цель – пробиться выше, собирая все, что поможет стать сильнее. По ходу ты постоянно усиливаешься, получаешь новые навыки, подбираешь снаряжение и собираешь билд из множества предметов и способностей. Все завязано на комбинациях. Как ты соберешь своего персонажа, так и будешь справляться с волнами врагов. Лут падает с противников, и чем выше поднимаешься, тем ценнее находки. После забега ты возвращаешься в лобби, где можно разобрать добычу, экипироваться и подготовиться к следующей попытке. Каждый новый заход – это шанс собрать более сильную комбинацию и продвинуться дальше, чем в прошлый раз. Игра держится на этом постоянном цикле. Бой, усиление, новая попытка и еще один шаг вверх по башне. Чем дальше, тем сложнее, но и возможностей становится больше, если грамотно использовать все, что находишь. Интересный факт. Разработчики описывают свой проект как гибрид Diablo плюс Vampire Survivors. Лут, билды и волны врагов в одном флаконе. При этом команда честно говорила, что это их первый крупный ПК-проект, и они сами не ожидали такого успеха. Более 100 тысяч копий за месяц. Игра пытается совместить две противоположные философии. Быстрый экшен Survivors плюс медленный гринд ARPG. Shard Squad. Ты собираешь отряд маленьких элементальных существ и отправляешься выживать в мире, который буквально разваливается под натиском врагов. Ты решаешь, кого взять с собой, как их сочетать и какие способности в итоге получится собрать. Каждое существо имеет свои особенности, и когда начинаешь комбинировать их между собой, открываются новые эффекты. Можно собрать отряд из разных элементов – огня, воды, электричества, природы или кристалла – и подстраивать его под свой стиль прохождения. Чем лучше синергия, тем сильнее становится вся команда. По мере прогресса ты встречаешь на пути
пути разные события, боссов и новые испытания. Побеждаешь, получаешь новых существ в отряд и усиливаешь билд. Все строится на этом цикле. Пробуешь комбинации, адаптируешься и пытаешься продержаться как можно дольше против постоянной растущей угрозы. Игра цепляет тем, что каждая попытка ощущается по-разному. За счет того, как ты собираешь команду и какие сочетания умений у тебя получились. Интересный факт. В игре доступно более 20 существ, и их комбинации напрямую влияют на открытие новых способностей и эффектов, чтобы ты больше экспериментировал. После обратной связи от комьюнити, создатели начали менять подход к прокачке и добавлять более точные значения статов, чтобы игроки могли лучше понимать, как работает их билд. Grind Survivors. Ты берешь на себя роль охотника на демонов в мире, который уже почти полностью захвачен адской заразой. Вокруг тебя выжженные города, разрушенные земли и бесконечные орды тварей, которые не дадут ни секунды покоя. С самого начала тебя бросают в плотный экшен, где приходится постоянно двигаться, уклоняться от атак и одновременно расстреливать врагов. По ходу ты собираешь оружие и улучшения, причем они генерируются случайно, с разными характеристиками и свойствами, которые сильно влияют на стиль игры. Постепенно начинаешь выстраивать свой билд, комбинируешь перки, усиливаешь снаряжение и экспериментируешь с тем, чем наградил тебя рандом. Есть даже возможность объединять оружие, прокачивая его дальше, чтобы получить еще более мощный эффект. Игра постоянно держит темп, не давая расслабиться, а враги становятся все сильнее по мере твоего прогресса за счет быстрых сессий и усиления билда через дропы и апгрейды. Интересный факт. Разработчики делают упор на оружие как центр билда, а не просто пассивки, что отличает игру от многих клонов Vampire Survivors. Также игроки нашли довольно сломанный билд с лазерами, где количество снарядов растет от текущего здоровья, а сами лучи телепортируются по краям экрана, создавая эффект постоянного урона по всей карте. А в какие рогалики тебе довелось поиграть? Посоветуй что-нибудь эдакое. Если тебе захотелось опробовать данный жанр самому, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.